Сенсационное интервью Зеленского Пирсу Моргану. Заявление о мирных переговорах, рассказах Путина об истории и опасениях за свою жизнь. Такого не было несколько столетий. В Британии арестован брат короля Эндрю Маунтбеттен Виндзор, ранее известный как его высочество принц Йоркский. Трамп может начать операцию против Ирана уже на выходных. Россия послала в район Персидского залива корвет «Стойкий». Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Иран. На это всего несколько часов. Король Дании поехал в Гренландию подтвердить, что это земли датской короны. В Мексике массовые учения по действиям во время землетрясений. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором заявил, что для завершения войны псевдоистория Путина не имеет никакого значения. Украина не может и не будет сдавать Донбасс, даже при международных гарантиях. По его словам, выборы — это право украинского народа, и ни одна страна не имеет права на внешнее давление. Зеленский готов обсуждать перемирие, если это принесет реальный мир. Интересно, что Билл Клинтон сказал, как бы ни складывались дела публично, если Путин давал ему слово, он всегда его держал. Чувствовали бы вы уверенность в том, что Путин сдержит свое слово перед вами? Конечно, нет. Со всем уважением к президенту Клинтону и другим партнерам. Я имею в виду, что он никогда не вел войну против России. Так что, да благословит его Бог, он никогда не был в таких обстоятельствах и отношениях, какие есть у нас. У нас нет дипломатических отношений с Россией. У нас сейчас военный диалог, который только начался во время войны. И я имею в виду это не только о себе. Я имею в виду это на техническом уровне наших команд. И мы — враги. Я думаю, что, конечно, я не могу доверять человеку, который убил так много людей в Украине и начал полномасштабное вторжение против моей нации. И мы ответили, вы знаете, мы говорили об этом сегодня. Он атаковал всех наших гражданских, инфраструктуру, людей, школы и так далее. И, конечно, мы ответили им, но не по гражданским. Все это знают, но в любом случае, я думаю, он понимает, кто я. И я понимаю, кто он. И поэтому я не буду доверять ему. Именно поэтому у меня более специфический диалог с ним. Речь не о доверии. Речь о том, как закончить войну. Я не уверен, что наши команды действительно смогут решить вопрос территорий. Конечно, это зависит от нашего народа. В конце концов, это наш народ, который должен принять или не принять мирное соглашение. Не кому-либо в мире. И это не зависит от сильной страны или сильного лидера. Нет, это зависит от украинского народа. Но до этого я вижу сейчас результаты наших переговорных встреч. Как я сказал, есть некоторые моменты, которые конструктивны. Американцы вложили много усилий, и все хотят, то есть не все, но мы, украинцы, очень хотим закончить эту войну. Но я вижу сейчас, что только на уровне лидеров мы можем попытаться закончить эту войну. На уровне 3 лидеров мы можем действительно попытаться решить вопрос территорий, который очень чувствителен, болезнен и сложен. Вот почему мы говорим о гарантиях безопасности, потому что мы не доверяем русским лично, Путину и лично русским. Речь не только о Путине. Речь о системе. Речь о людях вокруг него. Даже когда другой человек окажется на его месте, а другие люди будут на моем месте, конечно, на моем месте. Я не знаю, что будет с ним, но на моем месте это означает, что мы должны говорить о институциональном доверии, а не о личном доверии друг к другу, а о доверии к Институту гарантий безопасности. Итак, мы не будем доверять лично, но нашим нациям понадобится, я не знаю, сколько лет для диалога. Я не знаю, сколько лет, десятки лет, или, может, сотни лет. И в конце концов, нам понадобится диалог между нашими странами. Но в любом случае, это не только о годах, это о позиции России, как позиция современной Германии, которая извиняется за все эти нацистские годы. И понятно, что это не о современных немцах, не о молодых людях, новом поколении. Но они знают, что в конце концов это все о их корнях, это все о их стране, и так трудно все это очистить. Вы должны изменить стратегию. С точки зрения, что вы были правы, к точке, что вы начали войну против людей, и вы агрессор, и признать, ой, извините, мы теперь называем вещи своими именами, это не СВО, аж война. Признать, что они начали войну. Признать, что у них действительно настоящий фашизм в 21 веке. Это режим, который сейчас в Москве. Вот почему я сказал, что мы не знаем, сколько лет это займет. Это будет зависеть от позиции России.
Если бы вы сидели с Владимиром Путиным, чтобы попытаться завершить соглашение, и вы были бы лицом к лицу с этим человеком, который совершил столько всего ужасно с вашей страной и вашим народом, что бы вы ему сказали, если бы это были только вы и он лицом к лицу? У меня нет личных претензий к нему, никаких эмоций. Никаких эмоций. Просто у меня есть понимание того, как действительно попытаться закончить эту войну, я имею в виду не временную паузу. Я просто пытаюсь закончить эту войну. Я не уверен, что он услышит мои аргументы, и я не хочу, мне это не нужно, потому что я не агрессор, чтобы искать аргументы, почему я агрессивен. Мне не нужны аргументы. Это только вопрос мира. Простое объяснение, почему я защищаю свою жизнь, как и все украинцы. Нам это не нужно. Вот почему нам не нужно терять время на все эти исторические вопросы, с уважением к истории. Но я не хочу терять время на все эти вопросы. Нам нужно прямо сейчас, и, кстати, нам нужно прямо сейчас закончить эту войну. И поэтому мне не интересно, почему он начал эту войну. У него есть свои причины. Я имею в виду свои, и это его личное. Я не хочу об этом говорить, потому что у меня нет времени. У меня есть свое мнение. Почему он начал или почему эта система начала, и я могу определенно об этом говорить и так далее. Но мне не нужно тратить время на исторические вопросы, причины, почему он все это начал. Я думаю, что те бредни, что он заливает американцам и так далее, рассказы про Петра Первого и так далее, мне это не нужно, потому что для того, чтобы закончить войну и идти дипломатическим путем, мне все это историческое действительно не нужно, потому что это только затягивает процесс. Потому что я прочитал не меньше исторических книг, чем Путин, я уверен, и много узнал. Потому что мы должны знать все об этой стране, и я знаю о его стране больше, чем он знает о Украине, просто потому что я был в России в стольких городах и знал много людей и много раз, а он никогда не был так много раз в Украине, и он был только в больших городах. Я был и в маленьких городах, от севера до юга, везде. Я знаю их менталитет. Вот почему я не хочу терять время на все эти вещи. Речь о них. Они решили, что им нужна такая система. Русские решили вот такими стать. Русские решили, что им нужна новая цель, но это их дело. Но есть вопросы безопасности, есть большая война против нас, есть наша жизнь. Единственное, о чем я хочу говорить с ним, это то, что, я думаю, нам нужно управлять этим наиболее успешным образом. Успешным я имею в виду быстрым способом, без слишком больших потерь, снова и снова, чтобы закончить эту войну. И вот почему я хочу говорить только о таких вещах. Президент Путин и его силовики совершили несколько попыток убить вас. Если бы у вас была возможность убить Путина, вы бы разрешили своим силовикам воспользоваться этой возможностью? Знаете, я не уверен, что другой человек на его месте не будет таким же, как Путин. Речь не о таких вещах. Я не знаю, сколько раз они пытались убить меня. Служба безопасности рассказала мне о некоторых случаях. Да, я понимаю, что в моей стране, может быть, в этот трудный период времени, это было бы как толчок Украины в хаос. Но когда вы видите наших людей под ракетами и под атаками на нашу энергетическую систему, это один из элементов, которые очень важны во время этой войны. Но не единственный, конечно, приоритет — армия. Армия — самая сильная точка, что очень важно. Но есть и другие вещи. Бизнес, который платит за оборону, производство, энергетическая система, водоснабжение, много разных вещей, банковская система, да, антикиберсистема и так далее. Так много вещей, которые дают Украине возможность защищаться. Так что в нашей системе президент один из этих элементов. Я не сравниваю, и я не уверен, и, конечно, не уверен, что я очень важный человек. Речь больше об институте. Президент в Украине — один из этих институтов, который укрепляет страну, и они понимают это. Чтобы задержать меня, прежде всего, вы всегда можете найти кого-то в своей стране, кто будет, может быть, более дипломатичен. Да. И еще одно. В первый период времени страна может быть в хаосе. Но снова я думаю, что это неразумно делать, потому что, как я сказал, атаки на нашу энергетику не сломали нашу страну. Напротив, ненависть к русским увеличилась после этого. Вот почему я думаю, что то же самое касается убийства даже президента, это не сломает. Я думаю, что реакция может быть другой, что русские, к сожалению, не оценивают реально реакцию украинцев, потому что мы, я всегда говорил, мы эмоционально разные люди. Эмоционально разные люди.
Вот почему после эмоций, после отношения к человечности всегда идут ценности, и вот почему мы можем понимать друг друга. Мы можем говорить друг с другом. Мы можем сражаться, как видите, но за разные ценности. В Великобритании беспрецедентное событие за последние столетия. Полиция арестовала брата короля Чарльза, бывшего принца Эндрю, по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Формально имя задержанного по традиции не сообщалось. Но исходя из озвученной полицией данных, сразу стало ясно, что речь идет именно о бывшем герцоге Йоркском. Обыски прошли в Беркшире и Норфолке. В Сандрингеме очевидцы видели автомобили без опознавательных знаков. Где именно сейчас находится Эндрю, официально не сообщается. Неизвестно и то, предъявлены ли ему обвинения. Следствие касается возможного злоупотребления государственной должностью. Речь идет о событиях 2010-2011 годов, когда Эндрю занимал пост торгового представителя правительства. По данным прессы, он мог пересылать секретные государственные документы. В частности, служебные отчеты о зарубежных поездках в Сингапур, Гонконг, Вьетнам и Шэньчжэнь Джеффри Эпштейну. В частности, отчеты о визитах отправлялись финансисту вскоре после их подготовки. Антимонархическая группа «Репаблик» ранее обвинила его в нарушении публичных обязанностей и возможной утечке конфиденциальной информации. После этого полиция начала расследование. Букингемский дворец заявил о готовности сотрудничать со следствием. Это первый случай ареста бывшего принца по делу, связанному с его служебной деятельностью. Сам Эндрю отрицает какие-либо правонарушения. По британскому законодательству максимальный срок содержания под стражей без предъявления обвинений до 96 часов при условии продления судом. Однако в большинстве случаев решение принимается в течение суток. Сообщается, что особых условий содержания не предусмотрено. Король Чарльз III сделал официальное заявление по поводу ареста своего брата Эндрю, которого он ранее лишил всех титулов. Я с глубокой озабоченностью воспринял известие о деле Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и подозрениях в нарушении служебных обязанностей. Далее последует полный, справедливый и надлежащий процесс, в рамках которого этот вопрос будет расследован соответствующими органами надлежащим образом. В этом, как я уже отмечал ранее, они имеют нашу полную и безоговорочную поддержку и сотрудничество. Позвольте заявить ясно, закон должен выполняться. По мере того, как этот процесс продолжается, было бы неправильно с моей стороны давать какие-либо дополнительные комментарии по данному вопросу. Тем временем моя семья и я продолжим исполнять наши обязанности и служить вам всем. Чарльз. Южная Корея подводит черту под одним из самых драматичных эпизодов в своей новейшей истории. Суд признал бывшего президента Юн Сук Йоля виновным в злоупотреблении властью и организацией восстания и приговорил его к пожизненному заключению. Речь идет о событиях декабря 2024 года, когда Юн попытался ввести военное положение. Этот шаг вызвал масштабный политический кризис, протесты и острые споры о границах президентских полномочий. Страна, и без того расколотая по политическим линиям, оказалась на грани институционального конфликта. Адвокаты Юн Сук Йоля заявили, что суд проигнорировал принцип вынесения решения на основе доказательств. Если это решение игнорирует четко установленные факты, а также правовые принципы и стандарты доказательств, изложенные в нашей Конституции и Законе об уголовном процессе, и просто отражает выводы, предопределенные специальным прокурором, то были ли десятки слушаний, проведенных за последний год, всего лишь процессуальными формальностями? Наблюдая за тем, что сегодня, по-видимому, является крахом верховенства права, я вынужден задаться вопросом, следует ли нам продолжать обжалование или вообще участвовать в этом уголовном процессе. Этот вопрос потребует консультации с президентом Юн Сук Йолем и дальнейшего обсуждения между адвокатами, прежде чем мы определим наши дальнейшие действия. Прокуратура настаивала на смертной казни. В обвинительном заключении говорилось, что введенный режим чрезвычайного положения был неконституционным и незаконным, подорвал работу Национального собрания и избирательной комиссии и фактически поставил под угрозу либерально-демократический порядок. Согласно законодательству Южной Кореи, организация восстания предусматривает высшую меру наказания – смертную казнь, либо пожизненное заключение. Суд выбрал второе. Хотя смертные приговоры в стране формально возможны, фактически мораторий действует почти 3 десятилетия. С 1997 года приговоры о высшей мере не приводятся в исполнение. Последний смертный приговор был вынесен в 2016. Сотни сторонников Юн Сук Йоля собрались у здания суда. В руках плакаты с надписью «Снова Юн». Многие не скрывали слез, наблюдая за прямой трансляцией оглашения решения. Для них это не просто судебный процесс, это крушение политических надежд. Однако среди тех, кто наблюдал за новостями в центре Сеула, звучали и другие мнения. Некоторые призывали к еще более жесткому наказанию, подчеркивая, попытка ввести военное положение не должна повториться никогда.
투표의 결과는 Учитывая, насколько сильно подорвано верховенство права в Республике Корея, 때문에 무죄 선고. мы надеялись на оправдательный приговор, 앞으로 이제 대한민국. но рассматриваем сегодняшний результат как вызов, который нашей стране теперь предстоит преодолеть. Я надеялся на оправдательный приговор или другое решение, но ожидал именно такого исхода. Поэтому я не сильно потрясен. Я рассматриваю это только как начало. Поскольку сегодня сюда пришли многие общественные организации и члены нашей партии «Свободы и инноваций» и стали свидетелями этого исторического момента, мы запомним его и используем как отправную точку для нашей будущей деятельности. Граждане Южной Кореи настолько глубоко поляризованы, они настроены друг против друга. Я действительно считаю, что смертный приговор должен был быть вынесен, чтобы это не стало примером для повторения. Введение военного положения ни в коем случае нельзя допускать. Я наблюдала за введением военного положения, о котором раньше читала только в учебниках истории, в режиме реального времени. Я надеялась на более суровое наказание, чтобы история не повторилась. Но, учитывая предстоящие апелляции и рассмотрение дела в Верховном суде, я опасаюсь, что приговор может быть смягчен. Я считаю, что сегодняшнее решение с исторической точки зрения было очень правильным и уместным. Даже несмотря на введение военного положения, наши люди отреагировали мудро, и, проще говоря, крови не пролилось. Это хороший результат. В Вашингтоне, в Институте мира имени Дональда Трампа, открылось первое заседание Совета мира, созданного по инициативе президента США. Мероприятие началось со вступительных слов Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса. Затем начался круглый стол с участием госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника президента Стива Уиткофа, зятя Трампа Джареда Кушнера, посла США в ООН Майка Уолтса и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. На заседание прибыли делегации из более чем 20 стран. Среди участников король Бахрейна Хамад бин Иса аль-Халифа, министры иностранных дел Турции и Армении, а также президенты Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Накануне встречи Дональд Трамп объявил, что страны-члены Совета выделят более $5 миллиардов на гуманитарную помощь и восстановление сектора Газа. Эти средства станут лишь началом международной инициативы, призванной стабилизировать регион, хотя палестинская сторона пока не включена в состав Совета, что вызывает опасения относительно роли США и будущей координации с ООН. Совет мира Трампа — амбициозный проект, который по замыслу президента может со временем расширить работу за пределы Газы, занимаясь урегулированием других конфликтов на Ближнем Востоке. Россия и Иран объявили о начале совместных военно-морских учений в Оманском заливе и северной части Индийского океана на фоне резкого обострения вокруг Тегерана. Маневры стартуют 19 февраля, сообщил представитель военно-морских сил Ирана Хасан Максудлу. По его словам, цель — укрепление морской безопасности и развитие сотрудничества флотов двух стран. Речь идет об учениях «Морской пояс безопасности-2026». На время их проведения Тегеран объявил о частичном закрытии Ормузского пролива, через который проходит более 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Военно-морские силы армии Исламской Республики Иран регулярно проводят различные учения по всему миру в рамках программ оборонной дипломатии. К ним относятся такие учения, как военно-морские учения БРИКС, проходящие в Южной Африке, с которых наша военно-морская группа в настоящее время возвращается. Наша следующая военно-морская группа в настоящее время принимает участие в учениях «Милан», проводимых Индией и Вишакхапатнаме. Совместные учения с Россией также являются частью нашего регулярного планирования, как в Каспийском море, так и в южных водах, и проводятся ежегодно в рамках деятельности по оборонной дипломатии. Минобороны России опубликовала кадры прибытия корвета «Стойкий» в иранский порт Бандар-Аббас. В ведомстве подчеркнули, что военные моряки синхронизировали действия для обеспечения безопасности гражданского судоходства. А вот как учения комментируют в Кремле. Это плановые учения, и они согласовываются заблаговременно. Россия продолжает развивать отношения с Ираном. И делая это, мы призываем и наших иранских друзей, и все стороны региона к сдержанности, к осмотрительности, и призываем их к принятию политико-дипломатических средств как абсолютно приоритетных при урегулировании тех или иных проблем. Параллельно, по данным американских СМИ, Соединенные Штаты значительно усилили военное присутствие в регионе. Его масштаб сейчас сравним только с подготовкой к операции против Ирака Саддама Хусейна в 2003 году. Источники утверждают, что возможная операция против Ирана может начаться уже в ближайшие дни,
хотя окончательного решения, по их словам, Дональд Трамп пока не принял. В администрации обсуждают сценарии от точечных ударов до масштабной кампании. На этом фоне продолжаются дипломатические контакты. Очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе прошел 17 февраля в Омане. По данным западных агентств, Вашингтон ожидает от Тегерана детальных предложений в течение 2 недель. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал всех граждан страны немедленно покинуть Иран. Он предупредил, что из-за нарастающей угрозы вооруженного конфликта возможность эвакуации может исчезнуть буквально через несколько часов. Пожалуйста, немедленно покиньте Иран. Все, кто еще там находится, и ни при каких обстоятельствах не ездите в эту страну. Я не хочу никого пугать возможными событиями, но все мы знаем, о чем я говорю. Возможность ожесточенного конфликта очень и очень реальна. Через несколько часов, десяток или даже несколько десятков часов, возможность эвакуации станет невозможной. Пожалуйста, отнеситесь к этому очень серьезно. У нас был негативный опыт в прошлом, и некоторые люди игнорируют эти призывы и информацию, поэтому я хочу еще раз подчеркнуть. Пожалуйста, немедленно покиньте Иран или воздержитесь от поездок в эту страну, поскольку никто не сможет гарантировать эвакуацию в случае обострения конфликта. Польша официально вышла из Оттавской конвенции, запрещающей применение противопехотных мин. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что страна сможет заминировать восточную границу с Белоруссией и Калининградской областью всего за 48 часов, если возникнет какая-либо угроза. Это решение стало частью проекта «Восточный щит», направленного на укрепление безопасности и защиты страны. Польша также планирует возобновить производство мин и, возможно, экспортировать их в Украину. Король Дании Фредерик X прибыл в Нуук, столицу Гренландии. Это уже второй визит монарха в Гренландию менее чем за год, на фоне возобновившихся заявлений президента США Дональда Трампа о возможной покупке Арктического острова. В Нууке короля встретил премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен, отметивший, что повторные визиты монарха в период дипломатической напряженности подчеркивают единство между населением острова и датской короной. Мне очень приятно снова оказаться в Гренландии. Мне всегда доставляет огромное удовольствие быть в Гренландии, встречаться с гренландцами, наслаждаться местной природой. Благополучие гренландского народа мне очень дорого. Так было всегда. Так будет всегда. Король Фредерик, можно сказать, несколько раз бывал здесь за короткий период времени. Он также приезжал сюда и в другие периоды этого кризиса. Сейчас я сосредоточен на этом, и что я замечаю, так это единство нашего населения и его величество короля. И я рад, что это подтверждается снова и снова. Он является объединяющей фигурой для гренландского народа, и тот факт, что мы можем принести им и друг другу радость, проведя несколько дней вместе, я считаю совершенно замечательным. Поездка проходит на фоне недавних дипломатических консультаций между Гренландией, Данией и США, начатых в конце прошлого месяца для снижения напряженности после резонансных заявлений американской стороны. В Копенгагене подчеркнули, что переговоры были конструктивными, однако интерес Трампа к острову остается. В Нууке король встретился с жителями, посетил культурный центр Катуак и объединенное арктическое командование Дании, а также пообщался с участниками базовой арктической подготовки. В Мехико прошли первые в этом году масштабные учения по действиям в случае землетрясения. Повод более чем серьезный. С января система сейсмического оповещения срабатывала уже трижды. В центре столицы были развернуты спасательные подразделения. Власти инсценировали типичные ситуации, чтобы отработать действия экстренных служб. Сотрудников офисов вдоль проспекта Пасео де ла Реформа организованно эвакуировали. Это первые учения такого масштаба, охватившие как столицу, так и соседний штат Мехико, заявила мэр города Клара Бругада. По ее словам, в тренировке приняли участие более 8 миллионов человек, а среднее время эвакуации составило 1 минуту 52 секунды. Представители властей сообщили, что учения прошли успешно. В работе городского комитета по чрезвычайным ситуациям участвовали и представители ФИФА. В этом году столица Мексики станет одним из городов-хозяев чемпионата мира по футболу.